Добрый день или добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня я покажу вам урок сращивания шнуров. Сращивания непосредственно плетеных шнуров, веревки. Как это делается, чтобы нарастить метраж. Сращивание шнуров. Шнуры есть разнообразные. В основном сейчас в данный период времени идут шнуры уже непосредственно как бы плетеные. Плетеные, они вот, как в прошлом фильме, не крученые, плетеный шнур. Здесь вот предоставлены, допустим, шнуры, так, разнообразие их очень большое. Но мы рассмотрим просто принцип, да, смысл действия. Шнур, вот простой шнур, это вот шнур капроновый, 5 миллиметров, да, простой шнур капроновый 5 миллиметров. Это вот идет грузовой шнур. Грузовой шнур. Грузовые шнуры тут разные есть, как бы окраски, скажем, разная нитка, которая применялась. Бывает там белые, черные, в краплинку, да, вот грузовой шнур вот здесь на 50 грамм, допустим, на метр. Вот рядышком лежит грузовой шнур там 22 грамма на метр, да, вот он черный такой, с синими там вплетениями нити. Да, здесь разницы нету какой. Главная разграммовка, 22 грамма. Здесь вот как бы есть непосредственно шнур такой верхний плавающий, называется шнур патент. Да? Это шнур, плетеный шнур, и внутри оплетены встроенные поплавки. Плетеный шнур патент. Это непосредственно в моих руках, это финский шнур патент, где изготавливают его в Финляндии. Да? У нас изготавливают такие шнуры, но пока еще, скажем, в моем понимании, они немножко тренируются. Потому что используя те шнуры, я использовал их, да, видел, немножко плетение у них на поплавке расходится, да. Не знаю, от чего это на производстве зависит, скажем так, да, мы не изготавливаем поплавок, но у них плетение на поплавочке расходится и потом изнашивается, да, эти веревочки расходятся. Вот финский шнур патент, он более как бы такой жесткий и надежный, понадежнее маленько. Ну, я думаю, что технологии все равно у нас дойдут. Для того, чтобы срастить просто плетеные шнуры, да, как я вам и говорил, в принципе, используются в изготовлении сетей рыболовных и мереж, используются только капроновые нити или лавсановые нити. Другие нитки просто не используются, они просто сгниют, и это все испортится. В предыдущем фильме там я вам показывал, да, вот просто иголка, да, ну, скажем, цыганская иголка в простонародье, но мы используем как бы парусные иглы, они более прочные, более закалка у них хорошая, скажем так. Для того, чтобы срастить шнуры, в первую очередь, ну, берем нитку, капроновую нитку, здесь у меня нить на игличке намотана 0,8 миллиметров. Да, мы вставляем как бы нитку. Набирать, ну как, просто вяжем, там, обрезать, ну, если кому там расход этой нитки нужен, ну, там, уже прикиньте, сколько там, обрежете, сколько необходимо. Ну, я набрал там сантиметров 50, там, 60 на нее, в принципе, этого вполне хватит. То есть набрал. Я вам показываю сейчас принцип сращивания шнуров непосредственно плетеных. У них нету крученности, они просто сплетены, и они сплошные, гладкие, там, по-другому их никак не сделать. На примере рассмотрим, допустим, патента, да, верхнего шнура. Разницы нету. Этот шнур, этот там, патент, без разницы какой шнур. Если, правда, грузовой шнур, если вот пятерка, да, но она просто делается, как правило, в настоящее время в шнурах есть как бы вот там пряди.
шнур плетеный, но сколько-то прядей внутри, да, вот они белые здесь, их хорошо видно, да, вот такие прядки есть даже, он такой двойной, скажем так, жила. Допустим, в грузовом шнуре, в грузовых шнурах, сейчас там, в грузовом шнуре, да, непосредственно, тут идут уже плетения в грузовом шнуре сплошном, идут плетения, внутри стоят косички, свинцовые косички, они как бы идут на ниточках, там свинец бочоночками такой, и этот свинец оплетается вот этим, оплетается нитями и делается уже шнур. На этом шнуре далеко, да? Ну, это как бы не имеет значения, там. Попробуем на этом. Чтобы вы просто увидели, что это такое. Вот идут нити внутри этого шнура. Нити, да? Вот идут 4 нити. 4 нити, да? И на двух из этих нитей идут косички, так называемые. 2 косички. Вот 2 косички со свинцовыми как бы грузилками. Разгромовка их разная, то есть уже по разгромовке вот этого свинца и делается шнур. Да? Этот шнур, как я вам говорил, 50 грамм на метр. То есть его утяжеление 50 грамм на метр. Вот эти косички. Если вы сплетаете шнур, скажем, грузовой, для удобства лучше обрезать, вот это, там, вытащить сантиметров 6-7, как я вот сейчас сделал, да, обрезать эти косички, обрезать то, что тут, здесь находится, да, втянуть обратно, плетение обратно. И тут останется, то есть этот промежуток, который мы обрезали, вот он, пустотелый, он останется. То есть если сращивать грузовой шнур, так немножко удобнее. То есть, по примеру, мы сейчас посмотрим, это грузовой шнур, к примеру, можно грузовой с этим срастить, разницы нету никакой. Мы вдели нить в иголку, берем 2 конца. 2 конца шнура, которые необходимо срастить. Закончился он у нас там, ну еще больше на метраж. Накладываем, на этот шнур хватит так сантиметров 5-6. На этот именно шнур 5-6 сантиметров. Да? Вот накладываем 5-6 сантиметров 2 этих веревочки и начинаем иголкой прошивать их. Оставим здесь. То есть вот этот запас там сантиметров 7-8. И начинаем прошивать его, этот шнур. То есть мы прошиваем этот шнур, там стежок, скажем, да кому как удобно, 4 миллиметра, 3, 5, кому как удобно. Подтянем здесь. То есть мы прошли в одну сторону с вами, да, вот как бы уже сшили его немножко. Начинаем проходить его в другую сторону, с другой стороны. Если начинает как бы тяжело проходить, ну возьмем какую-то
жесткую поверхность, что есть под рукой или что удобно использовать. Скажем, чтобы не портить стол, да? Вот когда уже игла начнет плохо проходить сюда, плохо проходить, я подготовил, допустим, здесь, чтобы не попортить стол, не давить эту иголку в стол, да, ну вот просто крышку от банки железную. Нам необходимо пройти, скажем, максимальное число раз, да? Вот, допустим, если уже тяжело руками воткнуть его, да, мы проходим уже через крышку. Продеваем крышку, вставляем иголку и затягиваем. То есть нам необходимо с вами пройти раза 4, то есть раз, два, мы сейчас сделали 2, там 3-4, его обшить. Я просто не буду там еще 3-4 прогонять, я вам показываю смысл. Подошли мы вот сюда, обратно там 4, лучше там 5-6, если хорошо затянете, будет хорошо. То есть прошли там через крышку. Здесь завязали узелок. Да? Простой там узел одиночный, да? Как связываем 2 веревочки. Потом для более прочного в 2 раза продеваем. То есть как вот раз делаем узелочек и еще 2 раз сюда продеваем. 2. Затягиваем. Затянули этот момент. Я обычно для каких-то сильных более работ по затяжке использую вот такие ножницы. Да, они удобные в работе. Вот он сюда поддел. Хоп-хоп-хоп, намотал по нитке. Затянул сильно. Все хорошо. Тут также обрезал там эти кончики. То есть мы связали иголкой. Теперь вот этот связанный момент, да, вот эти хвостики, ну скажем, подрежем для эстетики. То, что тут бахрится. Вот эти хвостики подрезали для эстетики. Теперь берем нитку более толстую. Я вам говорил в прошлых фильмах, что нитку используем минимально 1,2 мм. То есть берем вот это, то, что мы подготовили с вами. Ложим вот так нить. Да, вот так вокруг руки. Да, подводим сюда. Под шнур. Делаем захват, как бы узелочек. Вот так вот. Ну, чтобы крепилось, держалось. Сделали мы с вами захват. И теперь вот эту нитку начинаем мы, кому как удобно, по часовой стрелке, против часовой стрелки, вокруг шнура обматывать. То есть вот здесь сначала миллиметров 5, да, до того, как мы сшивали с вами. Начинаем обматывать вокруг этого шнура вот этой ниткой с челноком. Ну, удобнее на челноке просто уже работать. Чтобы здесь было более хорошо, работая с сетями подразумевает себя, можно закрепить вот этот шнур где-то жестко, вам будет удобней, да, работать, когда какие-то вещи в натяжку. Работа с сетями и с мережами представляет собой это работа все время в натяг. Да, ну вот сейчас я закреплю как бы этот шнур. Да. Я его закреплю вот просто на столе, вот этом столе, то есть ходить мне никуда не надо, ничего, нет необходимости дополнительного оборудования, скажем так. Вот когда теперь в натяг этот шнур, в натяг, да, он хорошо в натяг, начинаем непосредственно, сейчас поправлю чуть-чуть,
Вот 5 миллиметров. И начинаем вращать. Я вот вращаю, допустим, здесь таким образом. Мне удобнее так. Можно в одну сторону или в другую сторону. И располагаем вот эти нити непосредственно рядом друг к другу. Эту нить, она идет по кругу. В натяжку все, чтобы не скользило, не проскальзывало, не съезжало. Просто когда мы, допустим, достаем косички из грузового шнура, то там просто получится поменьше объем. Если их с грузами, более вот это получаемое сращивание, бандаж, да, будет более толстый. Ну, можно как бы не доставать косички. Ну, а на шнурах можно, вот то, что я вам показывал, сердечник, к примеру, или там есть прядные нити, достать их оттуда, нитки подрезать там по 5-10 сантиметров и точно так же сращивать. Вот нитка у нас ложится здесь ровно. Главное держать вот этот шнур сам в натяжку. Подошли к тому моменту, где в принципе мы с вами, у нас заканчивается сращивание. Также вот оно закончилось, мы идем вниз с вами, буквально провязываем 5 миллиметров. И то, что вот здесь непосредственно потом у меня под руками вот здесь есть петелька, да, которую я оставил, мы вставляем эту нить в эту петельку, вставили в петлю, и теперь вот эту непосредственно за этот хвостик я беру рабочие ножницы, чтобы руками тут не тянуть это все. Ну, вот, наматываю на ножницы. Более рычаг получается, да? Намотал и протягиваю эту нить уже через всю. Вот я протянул эту нитку. Хвостики, которые там у нас оставались, да, вот остались у меня теперь только от этого шнура, скажем, непосредственно, да, отходят две ниточки. Да, мы поставили бандаж на шнур, обрезали, мы срастили шнуры с вами, да, этот бандаж, это сращивание шнура не будет цеплять сеть. Сеть будет выходить ровно, хорошо, удобно. Да, просто бандажик. Любой шнур, любая нагрузка. Спасибо за внимание.